Приветствую вас, ребятухи. Все не унимаюсь я по поводу стабилизатора. В общем, заскрипел опять 1000 километров. Проехал и заскрипел. Принято решение дождаться, когда АвтоВАЗ решит проблему втулок стабилизатора. Он занимается этим, и инженера по гарантии говорят, что после Нового года ожидают поступления новых втулок, которые будут решать проблему скрипа стабилизатора. Независимо от погодных условий, а то вот ребята говорят полиуретан ставить. Ну да, может быть он и помогает, где температура окружающей среды не опускается ниже минус 20 градусов или хотя бы минус 15 даже. Ну вот, например, в Питере я не думаю, что сильно холодно. Ну хотя я не знаю, кто из Питера, скажите, до скольки у вас опускаются температуры. Напишите в комментариях. Ну у нас вот, допустим, стоит уже 3 дня или 4. Вот минус 20. По утрам это значение минус 22, минус 23. Сейчас обещают похолодание там до 32 градусов. Будет несколько дней минус 32. Не думаю, что полиуретан будет в таких отрицательных температурах себя вести благоразумно, так скажем. Потому как подошвы у обуви из полиуретана ломаются даже при более высоких значениях температур. По собственному опыту знаю, если подошва из полиуретана, то никогда в жизни я себе обувь для уральского климата не куплю. Вот так-то. Так что будем ждать квалифицированного решения данной проблемы. Вот и инженера по гарантии говорят, что, повторяюсь, говорят, что после Нового года ожидают приход новых втулок. Спрашивал я, может есть как вариант заменить, потому что да, от смазки втулки родные, которые стоят, они все равно пропитываются смазкой этой, теряют свои свойства, эластичность там, и так далее. Понятно, да, о чем я говорю. Вот. Хотел поменять на новые, так у них нету. Нету их просто. Даже вот старого образца. Поэтому вот ждут они. Скорее всего будет масштабный отзыв по втулкам стабилизатора. Я на это надеюсь, по крайней мере. Вот. А по поводу гарантии, вот я там сказал, что закончилось 35 тысяч. Вот инженер мне сказал, что в 50 тысяч там многое снимается. Надо повнимательнее смотреть в гарантийном талоне, на что и сколько. Я так поверхностно посмотрел, 35 тысяч на подвеску. Видимо, на какие-то элементы подвески 35 тысяч. На какие-то 50, оказывается. Вот. Всех тонкостей, не учтешь. Надо знать. В общем, ладненько, ребятки. А так все, в принципе, работает нормально. Холода, машина, тепло, все ништяк. Морду ничего не закрываю. Это в качестве эксперимента я колхозил. Да, по поводу видео от академика. Запилил он видос. Выбираем лучший ТАСС оффроуд. Лада Веста победила. Сдается мне, что академик заглаживает свою вину, вернее не свою, а там товарища, за которого он выступал. Несанкционированно они там Гранту Спорт запилили. Тест-драйв. АвтоВАЗ их чуть не разорвал. Вот они заглаживают, видимо, свою вину, пиарят Весту.
Короче, АвтоВАЗ поймал академика. Ну, он же от имени того товарища, который пилил несанкционированно там, просил АвтоВАЗ. Вот, видимо, они ему поставили задачу такую, пиарнуть Весту, что он, собственно, и сделал. Так что вот так, ребятки. Ладненько, всем спасибо. Будем ждать новостей от АвтоВАЗа по излечению на сегодняшний день неизлечимой болезни втулок стабилизатора. Ну все, всем удачи. Вестоводам отдельный привет. Ни гвоздя, как говорится, ни жезла. Все, ребятушки, пока. Всех с наступающим Новым годом. Ну и, как говорится, всем здоровья, успехов в работе, в учебе. Ну, в общем, всем всего самого наилучшего. Всем спасибо за просмотр. Пока.